Это случилось в сентябре 2020-го, Вьетнам, река Бэнхай. Рыбаки заметили, как на берег медленно выносит огромное тело, двухметровую синюю акулу. Ее вес оценили примерно в 440 фунтов. Хищник, гроза морей, оказался в самом беззащитном состоянии. Она еще дышала, но уже не могла шевелиться. Рыбаки вытянули ее дальше на сушу, где спустя несколько минут акула умерла. На теле не было ран или следов нападения, но оно выглядело неестественно, раздутым, словно кто-то начал накачивать рыбу изнутри. Спустя пару дней на этом же участке нашли еще одну мертвую синюю акулу. Это был не несчастный случай. И уж точно не совпадение. Такие акулы – классические обитатели открытого океана. Они предпочитают глубину, соленую воду и стабильные температуры. Как она оказалась в реке, остается загадкой. Возможно, ее занесло течением во время прилива или дезориентировало, подобные случаи уже бывали. Но важнее другое. Как только морская акула попадает в пресную воду, ее организм начинает разрушаться буквально по минутам. В реках и озерах концентрация соли почти в 20 раз ниже, чем в морской воде. И именно это запускает цепочку смертельных процессов. Соль – основа жизни для акулы. Без нее хищник теряет контроль над своим телом. Каждая клетка начинает впитывать воду как губка. Это приводит к отекам внутренних органов, разрыву тканей и нарушению работы систем, ответственных за жизненно важные функции. По сути, акула начинает вздуваться изнутри. Не потому, что она заболела, а потому, что ее тело оказалось в враждебной среде, где привычные механизмы перестают работать. И это не преувеличение, это подтверждено учеными, которые документировали такие случаи не раз. Научные публикации, включая отчеты National Geographic, говорят о конкретных последствиях. Клетки акулы буквально разрываются под давлением избыточной воды. Органы опухают, химические реакции сбиваются, ионный баланс разрушается. Вода, вместо того, чтобы поддерживать жизнь, начинает ее уничтожать. Это не похоже на утопление. Это больше похоже на медленное, беззвучное внутреннее разрушение. Тело становится похожим на надутый шар, а мозг — перегруженным сигналами тревоги, пока все не замирает. Но самое жуткое начинается потом, когда выясняется, что смерть — это не худшее, что может случиться. Представьте, что каждая минута жизни — пытка. Не от боли, а от того, что тело больше не подчиняется. Акулы, оказавшиеся в пресной воде, не умирают мгновенно, и это делает все только хуже. В течение первых минут начинается постепенный сбой. Снаружи все спокойно, но внутри каждая система организма работает против самой себя. Это процесс, который ученые называют осморегуляционным кризисом. Организм акулы устроен так, чтобы поддерживать солевой баланс. В норме, в морской воде ее внутренние жидкости содержат чуть больше соли, чем окружающая среда. Это дает ей уникальное преимущество. Вода поступает в тело сама через жабры и ткани, а избыток просто выводится почками и специальными железами. Энергозатраты минимальны, и система работает эффективно, но в пресной воде все становится наоборот. Концентрация соли в воде почти нулевая. В результате вода начинает стремительно проникать внутрь тела. Акуле приходится бороться с этим напором, используя невероятные ресурсы. Почки и ректальные железы работают на пределе. Они буквально сгорают от перегрузки, пытаясь вывести избыток жидкости. Мочеиспускание усиливается, но это не помогает. Внутреннее давление растет, клетки разбухают. И самое страшное, это требует колоссальных энергетических затрат. Каждая минута — это марафон, в котором невозможно победить. Хищник, привыкший экономить энергию на охоту, вдруг оказывается в состоянии, когда ему приходится сжигать резервы просто чтобы выжить. Рыба перестает двигаться, вялость, дезориентация, судороги — все это наступает быстро. Акула становится уязвимой, теряет контроль над плавниками, сбивается с курса. Иногда ее просто выносит на берег, иногда она замирает в воде. Живой, но обреченный. Тело больше не слушается. Это не смерть от хищника, это смерть от воды. Самого привычного и родного элемента, и все это из-за того, что соль исчезла. Однако соль — это не единственное, что имеет значение. Потому что то, что происходит внутри клеток акулы в пресной воде, куда страшнее, чем просто перегрузка органов. Каждая клетка живого организма — это миниатюрный мир. У акул, как и у всех животных, они окружены полупроницаемой мембраной. И как только хищник попадает в пресную воду, запускается один из самых беспощадных биологических механизмов — осмос. Суть проста. Жидкость всегда стремится туда, где меньше растворенных веществ. В морской воде соли много, в теле акулы чуть больше. Баланс держится идеально. Но стоит оказаться в пресной воде, как ситуация меняется.
Если вам не все равно, что происходит с акулами, и вы хотите больше таких шокирующих фактов, не забудьте подписаться на наш канал. А если вам нравится наше творчество, поддержите нас через донат, ссылка в описании или в QR-коде на экране. Помните, даже акулы иногда нуждаются в поддержке. За пределами клетки почти 0 соли, внутри максимум. Результат? Вода начинает поступать внутрь клеток под огромным давлением, пытаясь выровнять концентрацию. Это похоже на то, как губка резко впитывает воду, только губка здесь — это мозг, печень, мышцы и даже глаза акулы. Клетки начинают раздуваться, мембраны натягиваются, как воздушные шарики. При достижении критической точки они просто лопаются. Это не метафора. Это физический разрыв на микроскопическом уровне. Повреждения накапливаются, нарушается работа органов. И все это из-за воды, которая раньше поддерживала жизнь. Химические процессы сбиваются. Вещества, которые должны действовать в строго определенной концентрации, разбавляются до бесполезности. Организм пытается бороться, но это битва, в которой у акулы нет оружия. Каждый орган, каждая ткань под атакой. Система электролитов рушится, мышцы перестают сокращаться, сердце замедляется. И даже если бы можно было вернуться в соленую воду, уже поздно, повреждения необратимы. Казалось бы, все просто, клетка лопается, организм умирает. Но проблема в том, что разрушение происходит не сразу. Акула продолжает жить, когда ее тело уже не функционирует. Это делает пресную воду не просто опасной. Она становится абсолютным врагом. И все это происходит на фоне внешнего спокойствия. Река может выглядеть тихо и мирно, но в ней идет внутренняя биологическая война. С каждым часом шансов на выживание все меньше, а теперь представьте, что все это не исключение. Подобные случаи происходят по всему миру. И иногда в самых неожиданных местах. Когда говорят «акула в реке», у большинства возникает образ сенсации или шутки. Но для морских биологов это тревожный сигнал, потому что чаще всего это признак беды. Больная, дезориентированная, сбившаяся с курса акула оказывается там, где ей не место. И результат почти всегда один — смерть. Один из самых известных таких случаев произошел в Южной Африке. Белую акулу длиной более 11 футов заметили в реке Кербумс вблизи залива Плеттенберг. Это крайне редкое явление. Акулу видели недалеко от устья, где солоноватая вода смешивается с пресной. Сначала она вела себя спокойно, но затем начала терять ориентацию. Очевидцы описывали, как она плавала кругами, а потом просто исчезла. Ее тело так и не нашли. Похожие случаи фиксировались в Великобритании, Индии, США и Австралии. Иногда это действительно случайность, прилив, погоня за добычей или дезориентация. Иногда сбой в работе навигационной системы акулы, но в любом случае, когда хищник оказывается в реке, отсчет начинается, идет борьба на время. Иногда акулы заплывают в солоноватую воду, где могут продержаться немного дольше. Но стоит пресности стать выше критического порога, и все, организм сыпется. Есть и такие случаи, когда акулы буквально выбрасываются на берег. Это не попытка спастись. Это результат дезориентации, судорог, утраты координации. Хищник просто не может понять, где находится. Но самая удивительная история произошла на другом конце света, и она заслуживает отдельного внимания. Когда житель штата Айдахо отправился на утреннюю рыбалку к реке Салмон, он ожидал увидеть форель, может быть, лосося, но никак не акулу, тем более лососевую, морскую, мертвую. Сценарий звучит как первоапрельская шутка, но это произошло в 23-м. Акула размером около 3 футов лежала прямо на берегу. Животное было в стадии разложения, но все еще сохраняло форму. Фото разлетелось по соцсетям, вызвав волну споров, как морская акула могла оказаться в глубине континента, вдали от любого океана. Ответ оказался куда менее мистическим. По оценке биологов, это был розыгрыш. Кто-то притащил акулу, возможно, купленную или пойманную ранее, и выложил ее на берег ради эффектного кадра. Казалось бы, все просто, но общественная реакция показала, люди действительно не понимают, насколько губительна пресная вода для морских существ. И даже если бы акула туда доплыла сама, она бы не выжила. Этот случай стал ярким напоминанием. Пресная вода — не просто другая среда. Это поле, на котором у акул нет ни единого шанса. Даже случайное попадание — это уже смертельный риск. Но почему акулы вообще не приспособлены к жизни в пресной воде? Что не так в их теле, и почему миллионы лет эволюции не оставили им шанс выжить в реке? Море — идеальная среда для акул, и это не просто слова. Вся их физиология построена именно под соленую воду.
Морская вода содержит около 3,5% растворенных солей, и именно такой состав идеально сочетается с внутренней химией тела акулы. Но чтобы понять, почему океан – лучшее убежище, нужно взглянуть на то, как устроены эти хищники изнутри. Главное отличие акул от большинства морских рыб – это то, что они не пытаются бороться с соленой водой, они становятся такими же солеными, а иногда даже солонее. В отличие от костистых рыб, которые теряют влагу и вынуждены пить море, акулы удерживают воду иначе. Они накапливают в теле вещества, которые большинство организмов считает токсичными, например, мочевину. Уровень мочевины в теле акулы в десятки раз выше, чем у любого млекопитающего. Но этого недостаточно. Чтобы мочевина не вредила собственным клеткам, акула добавляет в кровь вещество с труднопроизносимым названием оксид-триметиламина. Его сокращают как ТМАО. Этот компонент нейтрализует токсичный эффект мочевины и помогает поддерживать стабильную внутреннюю среду. В результате в теле акулы создается баланс, при котором концентрация растворенных веществ становится чуть выше, чем в окружающей морской воде. Это тонкое преимущество позволяет воде входить в организм естественным путем. Акуле не нужно глотать соленую воду, она не теряет влагу, как костные рыбы. И ей не нужно тратить ресурсы на постоянную регуляцию жидкости. Это экономия энергии, времени и усилий. Идеальная схема, отлаженная миллионами лет эволюции. Проблема в том, что эта схема абсолютно неприменима в пресной воде. Потому что как только внешняя среда становится менее соленой, вся стратегия перестает работать. Акула буквально тонет в воде, которой становится слишком много. Идеальное море превращается в смертельную реку. Но не только вода губит акулу. Есть другая система, столь же тонкая и важная, которая ломается в пресной воде мгновенно. Это ее главное оружие – шестое чувство. Акулы охотятся не глазами и не носом. Их главный инструмент – электрорецепция. Это способность чувствовать электрические поля, создаваемые движением мышц других живых существ. Представьте, каждое биение сердца, каждый взмах плавником производит электрический сигнал. И если рядом находится акула, она это чувствует. На морде у акул есть крошечные отверстия – ампулы Лоренцини. Они заполнены студенистой жидкостью, которая отлично проводит электричество. Эти каналы соединены с чувствительными клетками, способными фиксировать мельчайшие электрические импульсы. Для акулы это значит одно – она может найти добычу даже в полной темноте, под песком или в мутной воде. Соленая вода – идеальный проводник. В ней всегда есть ионы натрия и хлора, которые передают электрические сигналы без потерь. Это позволяет акулам видеть мир совершенно иначе, чем нам привычно. Они чувствуют, как рыба шевелится за скалой. Они улавливают направление, силу, частоту сигналов. По сути, электрорецепция превращает акулу в живой детектор движения, лучше любого радара. Но как только акула попадает в пресную воду, электрические сигналы тускнеют. Пресная вода почти не проводит электричество. Это как пытаться слушать музыку через наушники без провода. Внезапно акула теряет способность ориентироваться, чувствовать, находить добычу. И вместе с этим исчезает ее преимущество хищника. Некоторые виды рыб, живущие в реках, тоже обладают электрорецепцией. Но их органы адаптированы под слабую проводимость пресной воды. У акул таких настроек нет. Они настроены на море и без него слепнут. Но не только охота становится невозможной. Гораздо опаснее то, что без этого чувства акулы теряют способность ориентироваться в пространстве. Морская акула – это навигационная машина. Она способна мигрировать на тысячи миль, не сбиваясь с курса. Все благодаря совокупности органов чувств, главными из которых остаются ампулы Лоренцини. Но дело не только в охоте. Это еще и встроенный компас. Акула может ощущать магнитное поле Земли. Электрические сигналы, возникающие при ее движении в морской воде, помогают ей определять направление, скорость и положение в пространстве. Соленая вода как система координат. Она позволяет акуле видеть путь, чувствовать течение, распознавать границы территории. Но в реке все иначе. Здесь нет таких сигналов. Электрические поля теряются, магнитные ориентиры исчезают. Акула сбивается с курса. Она перестает понимать, где находится, в каком направлении плывет и как вернуться в море. Снижение чувствительности – это не просто помеха, это потеря базовой ориентации. Акуле кажется, что она плывет вперед, а на деле делает круги. Она не может определить, где выход, где течение, где границы безопасности. Это состояние близкое к панике, особенно для животного, которое всю жизнь полагалось на одно единственное чувство
Ученые сравнивают это с ситуацией, когда человек внезапно теряет зрение и слух одновременно. Ориентироваться становится невозможно, а для акулы это смертельно. Она не просто перестает охотиться. Она становится уязвимой, теряет возможность избегать угроз, теряет чувство пространства. И даже если она физически выживает в пресной воде, она уже не способна быть хищником. Но последствия потери электрорецепции выходят далеко за рамки навигации и охоты. Потому что акулы используют ее и для общения, и когда эта способность исчезает, рушится все. Электрические сигналы — это не только способ найти жертву, это еще и язык. У акул, особенно у социальных видов, электрорецепция служит основой для взаимодействия друг с другом. Они чувствуют присутствие сородичей, отличают своих от чужих, реагируют на сигналы опасности и готовы к кооперации во время охоты. Каждый вид акул обладает уникальной электрической подписью. Это что-то вроде паспорта, по которому другие акулы могут распознать, с кем имеют дело. У агрессивных видов эти сигналы могут стать причиной конфликта, у мирных — способом избежать его. Это особенно важно в местах с высокой плотностью популяции. И, конечно, во время размножения. Во время брачного сезона самцы улавливают тонкие изменения в сигнале самок, которые указывают на готовность к спариванию. Это позволяет синхронизировать поведение и минимизировать риск насилия или неудачных попыток. У некоторых видов самки даже поддерживают связь с потомством через эти сигналы. Это помогает защищать детенышей и удерживать группу вместе, но все это работает только в соленой воде. В пресной электрические сигналы не проходят. В результате полная изоляция. Акула не видит партнеров, не распознает друзей, не ощущает детей. Все, на что был настроен ее мозг, выключается. И остается только тишина. В таких условиях размножение становится почти невозможным. Социальные связи разрываются, инстинкты не срабатывают, акула становится одиночкой, и не по своей воле. Она теряет не только среду, но и свою идентичность. В море она — часть системы. В реке — изолированный организм, обреченный на молчание, и даже это не предел. Потому что если акула забеременела в океане, а оказалась в реке, страдать будет не только она, но и ее будущие детеныши. Внутри тела беременной акулы развивается новая жизнь. Эмбрионы растут в яйце или в матке, в зависимости от вида, но у всех одно общее — они чувствуют среду. И если мать попадает в пресную воду, угрозу ощущают и малыши. Ученые провели ряд экспериментов, в которых эмбрионы акул подвергались воздействию слабых электрических полей. Это моделировало приближение хищника. Что происходило? Детеныши сворачивались в клубок, замирали, прекращали движение. Это инстинкт самосохранения, встроенный на генетическом уровне. Даже до рождения акула знает, когда нужно затаиться. Но когда пресная вода нарушает электрорецепцию, эта система ломается. Эмбрионы перестают чувствовать. Они не понимают, где опасность, где мать, где безопасно. В пресной воде все становится хаотичным. Гормональные сигналы матери сбиваются, мозг эмбриона не получает информацию. В результате задержка развития, стресс и, в худшем случае, смерть до рождения. Исследования показывают, что длительное пребывание беременной акулы в пресной воде приводит к росту числа выкидышей. Плод теряет контакт с матерью, электрическая связь исчезает. А ведь для многих видов эта связь критически важна. Она помогает ориентироваться даже после рождения, когда мать и детеныш еще остаются вместе. Теперь представьте, мать еще жива, но внутри нее все замирает. Детеныши, не получившие сигнала, замолкают. Пресная вода — это не просто враг акулы, это враг ее будущего. На первый взгляд может показаться, что акула — это машина для плавания. Ее обтекаемая форма, мощный хвост и гибкие плавники создают впечатление полного контроля над водой. И это действительно так, но только в море, потому что именно соленая вода дает акулам способность сохранять нужную глубину и не тонуть. А вот в реке все меняется. В отличие от костистых рыб, у акул нет плавательного пузыря, органа, который позволяет им удерживаться на нужной глубине без усилий. Вместо этого у акул гигантская печень, заполненная жиром. Маслянистая субстанция внутри нее легче воды, и благодаря этому хищник сохраняет нейтральную плавучесть. Это значит, что акула не падает на дно и не всплывает слишком быстро. Она как будто висит в толще воды, не затрачивая энергию на постоянное движение. Но вот что важно. Эта система работает только в морской воде, в пресной все иначе. Соленая вода плотнее, и тело акулы в ней легче. В реке плотность среды ниже, и печень уже не справляется. Чтобы сохранить плавучесть в пресной воде, акуле понадобилось бы увеличить печень в 8 раз.
Представьте, если печень большой белой акулы и так может весить до 550 фунтов, то в пресной воде ей бы потребовалась печень весом под 2,5 тонны. Больше, чем сама акула. Такое просто невозможно. Ни с биологической точки зрения, ни с физической. И это ставит акулу перед выбором – либо тонуть, либо тратить огромные усилия на то, чтобы удержаться на плаву. Но плавание в таких условиях – это уже не движение, а борьба за выживание. И с каждой секундой силы уходят. Нарушение плавучести – не просто неудобство, это риск. Акула не может нормально охотиться, ее реакция замедляется, а главное – возрастает потребление энергии. И если в море она могла плыть быстро и экономно, в реке все превращается в изматывающую гонку за стабильность. Но даже те, кто пытается адаптироваться, теряют еще одну важную вещь – скорость. Чтобы по-настоящему понять масштаб проблемы, нужно взглянуть на цифры. Исследования, проведенные с тупорылыми акулами и пилорылами в реке Фицрой в Австралии, показали удивительные результаты. Эти акулы, хоть и способны существовать в пресной воде, плывут в 2, а иногда и в 3 раза медленнее, чем их морские сородичи. При этом тратят на поддержание тела в толще воды на 50% больше энергии, только чтобы не утонуть. Это эквивалентно тому, как если бы человек шел по колено в болоте, таща на себе огромный мешок. Только мешок — это собственное тело, которое перестает слушаться. А нагрузка на организм растет с каждой минутой. Вернемся к печени. Для компенсации потери плавучести в пресной воде акуле действительно понадобился бы орган весом больше 2 тонн. Это не фигура речи. Ученые рассчитали, что печень, способная компенсировать недостаточную плотность пресной воды, должна быть в 8 раз больше стандартной. Но даже если бы такой орган как-то поместился внутри тела, он сделал бы акулу слишком громоздкой и неуклюжей. Есть альтернатива. Не увеличивать печень, а сделать ее жирнее. Но и здесь ловушка. Больше жира, меньше маневренности. Ухудшается скорость, реакция, гибкость. А значит, снижается шанс поймать добычу. Хищник становится медленным, а значит, бесполезным. И в природе за это наказывают быстро. Таким образом, река требует от акулы невозможного. Чтобы она оставалась на плаву, не теряя боевых качеств. Но физиология не терпит компромиссов. И поэтому большинство видов даже не пытаются освоить пресные воды. А вот те, кто все же пошел на этот риск, пожертвовали многим. В морской воде акула — гроза глубин. Быстрая, точная, маневренная. Ее мышцы работают как слаженный механизм, каждая клетка получает кислород, а энергия расходуется с минимальными потерями. Но стоит ей попасть в реку, и все меняется. Среда, которая раньше помогала, теперь мешает. Соленая вода поддерживала тело, усиливала сигналы, сохраняла баланс. В пресной воде все уходит. Как будто хищника сковали невидимые цепи. Исследования показывают, что в пресной воде акулы становятся вялыми, их мышцы хуже сокращаются, электрические сигналы ослабевают, энергия уходит на поддержание жизни, а не на охоту. Ускорение почти невозможно, а значит и успех в охоте тоже. Если в океане акула может за считанные секунды набрать скорость до 25 миль в час, в реке она еле-еле преодолевает течение. Мало того, даже простой поворот требует усилий. Хищник теряет способность быстро реагировать. Это как если бы автомобиль с реактивным двигателем вдруг оказался на проселочной дороге без топлива. А значит, каждый день в реке становится для акулы не просто вызовом, а борьбой за элементарное выживание. Добыча уходит, а силы заканчиваются. Это еще одна причина, почему пресная вода для большинства акул — это не дом, а ловушка. И только один вид смог повернуть эту ситуацию в свою пользу, но даже он платит за это высокую цену. Тупорылая акула — единственный представитель хрящевых рыб, способный жить как в соленой, так и в пресной воде. Это не просто выносливость, это результат миллионов лет эволюции. И хотя ее тело устроено по тем же принципам, что и у остальных акул, в нем есть важные отличия. Самое главное — способность к быстрой адаптации. Тупорылые акулы умеют снижать концентрацию соли и мочевины в крови, когда заходят в реку. Это позволяет им смягчить эффект осмоса и избежать разрыва клеток. Вместо того, чтобы взрываться изнутри, они начинают интенсивно выводить избыточную воду. Их почки работают в авральном режиме. Они мочатся почти непрерывно, в 20 раз чаще, чем в океане. Моча становится менее концентрированной, чтобы вывести больше жидкости при минимальной потере солей. Эта стратегия требует энергии, много энергии. Именно поэтому тупорылые акулы никогда не живут только в реке.
Они постоянно курсируют между морем и пресными водами. Переход туда и обратно — часть их жизни. Такая жизнь на два дома, и в пресной воде они действительно чувствуют себя как хозяева. В Миссисипи, в Амазонке, в Ганге эти акулы заплывали на тысячи миль вверх по течению. Там, где другие виды погибают за считанные минуты, тупорылые не просто выживают. Они охотятся, рожают, защищают потомство. Но за эту способность они платят огромную цену. Когда говорят, что тупорылые акулы мочатся чаще, это звучит почти смешно. Но в реальности это ключ к их выживанию. Именно постоянное мочеиспускание спасает этих акул в пресной воде. Организм тупорылой акулы устроен так, что при переходе из моря в реку он резко увеличивает выработку мочи. Причем эта моча становится в разы менее концентрированной, чем в океане, и выходит из тела почти непрерывным потоком. Зачем? Все просто. В пресной воде тело акулы начинает наполняться влагой через кожу и жабры. Чтобы не лопнуть изнутри, ее почки должны мгновенно отреагировать и начать выводить лишнюю воду. Это требует колоссальной выносливости и бесперебойной работы внутренних органов. Акуле нужно не просто выжить, ей нужно сохранить баланс солей, чтобы тело не начало распадаться. Но при этом она не должна потерять слишком много соли. И вот тут начинается настоящая магия. Тупорылая акула может удерживать необходимые соли, даже когда выгоняет из себя огромное количество жидкости. Это тонкая настройка осморегуляции, которой нет ни у одного другого вида акул, однако цена высокая. Почки работают с такой нагрузкой, что долго оставаться в реке акула не может. Она обязана возвращаться в море, чтобы восстановить силы и стабилизировать внутренние процессы. Это значит, что вся жизнь тупорылой акулы — это вечный марафон между двумя мирами. Плавать и мочиться — единственный способ остаться живой. Самое знаменитое место, где тупорылые акулы реализуют свой речной потенциал, это озеро Никарагуа. Крупнейшее в Центральной Америке, оно соединено с Карибским морем рекой Сан-Хуан. И хотя на пути 8 порогов, эти акулы регулярно преодолевают их, заплывая вглубь континента, как лососи. Они прыгают через водовороты, поднимаются по бурным потокам, как будто им нечего терять. Но зачем? Ответ в безопасности. Пресная вода дает молодняку шанс выжить. В озере почти нет крупных морских хищников. Это значит, что детеныши тупорылой акулы могут расти без угрозы быть съеденными. Уровень конкуренции за пищу тоже ниже. В таких условиях у малышей есть время окрепнуть, научиться охотиться, окрепнуть, а затем вернуться в море. Интересно, что взрослые особи не просто сопровождают потомство, они тоже получают выгоду. Река и озеро — это возможность охотиться без конкуренции с другими морскими акулами. Здесь они — единственные хищники такого уровня. И если ты умеешь выживать в реке, тебе не нужно делить добычу. Но заплыв в озеро — это не прогулка. Это путь в несколько десятков миль, полный преград и резких перепадов солености. Каждое движение требует энергии, каждая ошибка — риск гибели. И все ради того, чтобы найти спокойную воду, где можно спокойно вырастить следующее поколение. Это делает тупорылую акулу уникальной. Она не просто приспособилась к двум средам. Она научилась использовать их стратегически, но даже у таких мастеров выживания есть предел. Потому что любая эволюционная победа — это всегда компромисс. На глубине более 10 тысяч метров, в Марианской впадине, в абсолютной темноте и при давлении, эквивалентном весу более 30 автомобилей, живет существо, которое заставляет ученых ломать головы, гигантский кальмар, длина которого может достигать 14 метров. Наблюдение за этим существом стало настоящим вызовом для исследователей, так как его нелегко обнаружить, а встречи с ним происходят крайне редко. Специалисты предполагают, что этот моллюск способен к уникальной краже цвета, меняя оттенок своей кожи в зависимости от окружающей среды. Но именно его изначально загадочная природа и редкие появления привлекают внимание. Подводные камеры, используемые для исследования, фиксируют только редкие кадры этих мифических созданий. В 1998 году японская команда впервые запечатлела гигантского кальмара в его естественной среде обитания. Это событие стало настоящим прорывом в изучении глубоководных обитателей. Однако даже после этого открытия многие ученые остаются в недоумении по поводу образа жизни гигантских кальмаров. Научные гипотезы о их поведении и привычках остаются лишь теорией, пока сама природа хранит свои тайны. На глубине больше 8000 метров обитает еще одно загадочное существо — колючий морской дракон.
Этот ярко окрашенный вид рыбы может похвастаться необычными адаптациями, позволяющими ему выживать в условиях, где другие организмы не могут существовать. Его уникальные колючки служат как защитный механизм, а подводные исследования показывают, что он может существовать без света, полагаясь на биолюминесцентные организмы для охоты. Не менее загадочен и калипсо, глубоководная медуза, размеры которой могут достигать 1 метра в диаметре. Эти существа способны производить свет, что используется для привлечения добычи и отпугивания хищников. Несмотря на свои размеры, калипсо остается одним из менее изученных существ океана. Исследователи пытаются понять, как именно они передвигаются в таких сложных условиях, где давление и температура могут варьироваться. В последние годы ученые начали получать доступ к новым технологиям, позволяющим исследовать глубины океана с невиданной ранее точностью. Подводные дроновые технологии и автономные подводные аппараты открывают новые горизонты для изучения жизни на дне океана. Однако даже с этими усовершенствованиями лишь малую часть океанических глубин удалось исследовать, и новые открытия продолжают шокировать научное сообщество. Каждое новое исследование таит в себе возможность обнаружения еще более необычных и загадочных созданий. В ходе экспедиции на юг Тихого океана была обнаружена новая разновидность глубоководной рыбы, у которой губы напоминают губную помаду, а глаза светятся в темноте. Ученые разделились во мнениях о ее происхождении и эволюции. Вопросы о том, как эти существа адаптировались в таких невероятных условиях, остаются открытыми. Загадочные глубины океана продолжают манить исследователей, обещая новые открытия и неожиданные встречи с их обитателями. В то время как исследователи продолжали изучать загадочные обитатели глубоководья, подводный дрон, погруженный на глубину более 8000 метров, зафиксировал странные движения в тени. Внезапно на экране появился силуэт необычной рыбы, которая до этого никогда не попадалась на глаза ученым. Длина ее тела достигала почти 3 метров, а плавники были украшены яркими узорами, напоминающими калейдоскоп. Это открытие вызвало волнение среди команды, которая немедленно начала анализировать полученные данные. Каждый новый кадр раскрывал все больше деталей. Существо двигалось с необычайной грацией, несмотря на величину. Ученые предположили, что это может быть новый вид, представители которого способны адаптироваться к экстремальным условиям, низким температурам и высоким давлениям. Но когда дрон приблизился, в кадре появилась еще одна загадочная форма жизни. На этот раз это была медуза, обладающая необычной способностью к реактивному движению. Медуза, казалось, использовала свои щупальца, чтобы маневрировать, создавая вокруг себя облако светящихся частиц. Сравнение с уже известными видами показало, что у этой медузы нет аналогов. Ученые начали задаваться вопросами о том, как она могла выживать в таких условиях и почему ее свет испарялся в воде, как будто она выделяла особые вещества. Однако внезапно связь с дроном прервалась, на экране возникли помехи, и исследователи поняли, что что-то пошло не так. Команда спешно начала проверку системы, но на глубине более 8000 метров это оказалось затруднительно. Спустя несколько минут, удачно восстановив связь, они увидели, что дрон пересек нечто, что напоминало подводное скопление. Это были десятки, а может быть и сотни, таких же медуз, собравшихся в одном месте. Казалось, они создавали своеобразное экосообщество. Каждый новый кадр подводного дрона показывал, как одно из существ вдруг начало взаимодействие с другой медузой. Включение и выключение света между ними создавало впечатление, что они общаются. Это открытие вызывало множество вопросов. Как медузы могли понимать друг друга? Была ли это форма социальной структуры, о которой никто не догадывался? Команда пришла к выводу, что эти существа могут иметь свои механизмы общения и даже социализации, что является настоящим прорывом в изучении глубоководного мира. Однако недалеко от этой группы медуз зафиксировали движение другого существа. Огромный силуэт, обрисованный в тусклом свете, быстро приближался. На экране появилось нечто, что напоминало сразу несколько известных морских обитателей, но в невообразимых размерах. Ученые замерли, осознавая, что их экспедиция находит самую настоящую загадку океана. Внезапно дрон стал дрожать и терять стабильность. Исследователи поняли, что рядом может находиться нечто опасное. Состояние тревоги охватило всю команду. Неизвестное существо приближалось, и неясно, как оно отреагирует на присутствие дрона. Ученые обменивались взглядами, понимая, что они стоят на грани открытия, которое может изменить их представление о жизни в океанских глубинах и о самом океане в целом.
В этот момент стало очевидно: исследование глубоководья таит в себе не только захватывающие открытия, но и настоящие опасности. Дрон продолжал дрожать, когда огромное существо приблизилось к нему. На экране стали видны детали, длинные щупальца, свисающие с массивного тела, и огромные глаза, которые, казалось, пронизывали все вокруг. Это был гигантский кальмар, о существовании которого давно ходили слухи, но увидеть его вживую — это нечто совершенно иное. Ученые затаили дыхание, глядя на экран. Каждый из них знал, что это момент, который они ждали всю свою жизнь. Существо медленно вращалось, как будто проверяя окружение. Щупальца кальмара плавно двигались, создавая водяные вихри. Внезапно одно из щупальцев устремилось к дрону, и на экране появилось яркое свечение, когда кальмар выпустил облако чернил в ответ на неожиданное вторжение. Исследователи в панике начали фиксировать происходящее. Это было не просто наблюдение, они стали частью необычайного взаимодействия подводного мира. Кальмар, похоже, не был напуган. Он продолжал исследовать дрон, а затем вдруг замер на месте. Сверкнув глазами, он как будто осознал, что с ним взаимодействует нечто необычное. Дрон, несмотря на свою безопасность, вдруг стал частью его окружения. Подводные камеры зафиксировали, как кальмар начал проявлять признаки любопытства. Он осторожно подносил щупальца ближе, словно пытаясь понять, что это за объект. На экране возникло новое изображение. Вокруг гигантского кальмара начали появляться другие существа. Малые кальмары, светящиеся в темноте, словно его младшие собратья. Ученые заметили, что они вели себя совершенно иначе, слаженно, с четким намерением взаимодействовать с гигантом. Это открытие шокировало исследователей. Может быть, у кальмаров действительно есть социальная структура, о которой никто не догадывался? В этот момент связь с дроном снова прервалась. На фоне напряженного ожидания команда начала проверять оборудование. Они поняли, что это может быть серьезной проблемой. Не было времени на медлительность. В поисках решения команда приняла решение отправить еще один дрон. На этот раз он был оснащен более мощным оборудованием для связи и записи. Используя вторую камеру, команда снова запустила исследование. Дрон, погружаясь на ту же глубину, успел зафиксировать несколько новых деталей. Кальмары продолжали проявлять активность, и эта группа казалась не просто случайной, а частью целого сообщества, занимающегося охотой и защитой. Ученые начали думать о том, как эта информация может изменить их понимание о гигантских кальмарах как о хищниках, а не как о одиночках. Однако вскоре произошло нечто неожиданное. На фоне присутствия группы кальмаров около них появилась еще одна тень. Это был крупный хищник, нечто чем-то напоминающее акулу, но с более длинным телом и устрашающими зубами. Оно быстро приблизилось к кальмарам. Напряжение нарастало, и исследователи почувствовали, что сейчас может произойти что-то ужасное. Хищник атаковал, и на экране появились кадры, которые оставили команду в полном шоке. Кальмары, осознав опасность, объединились, и началась настоящая битва за выживание. В этот момент стало ясно, что глубоководный мир полон не только загадок, но и жестоких реалий. Каждый момент исследования был в прямом смысле на грани жизни и смерти. В то время как группа кальмаров объединялась, чтобы противостоять хищнику, ситуация на экране становилась все более тревожной. Ученые наблюдали за тем, как кальмары использовали свои способности для создания защитного облака из чернил, мгновенно заполняя пространство вокруг них. Но даже это не остановило акулу, которая безжалостно рвалась к своей жертве, прорываясь сквозь облака чернил. Одно из щупалец гигантского кальмара схватило одну из медуз, и, казалось, они образовали союз. Это было неожиданное открытие для исследователей. Медузы, которые ранее воспринимались как жертвы, стали частью защиты от хищников. Сложность этой экосистемы удивила команду. Кальмары и медузы, которые когда-то казались изолированными существами, объединились против общего врага. Это подтверждало, что даже в самых глубоких уголках океана возможно существование сложных взаимосвязей. Ситуация накалялась. Хищник, увидев, как его жертвы объединились, начал атаковать с новой силой. Он раз за разом стремительно бросался вперед, пытаясь прорваться к кальмарам. Команда ученых не могла оторвать глаз от экрана. Каждый новый кадр фиксировал борьбу на грани выживания. Учитывая, что дрон был в опасности, они приняли решение немедленно вывести его на безопасную глубину, но в этот момент произошло нечто невероятное. Среди хаоса появился другой объект, еще один гигантский кальмар. Он возник из темноты, как будто вынырнув из самого сердца океана. Существо было огромным, и его щупальца казались бесконечными. Это был не просто кальмар, он выделял свет, переливаясь всеми цветами радуги.
Ученые не могли поверить своим глазам. Это был редкий вид гигантского кальмара, о котором ходили только слухи. Его появление стало настоящим шоком для команды, а также поворотным моментом в битве. Новый кальмар, воспользовавшись своим великолепным окрасом и размером, начал отвлекать хищника. Он метался в воде, оставляя за собой светящиеся следы. Хищник, сбитый с толку, потерял концентрацию и замедлил атаку. В этот момент кальмары, объединившись, начали контратаку. Они использовали свои щупальца и чернила, чтобы сбить с толку врага. Эта стратегия сработала. Хищник начал паниковать и в конечном итоге потерял интерес к своей жертве. Он стремительно устремился в глубины океана, оставив позади группу кальмаров и медуз. Ученые замерли, осознавая, что стали свидетелями чего-то необычайного. Стратегия коллаборации животных, ранее считавшихся соперниками, открывала новые горизонты для понимания подводного мира. Когда все утихло, исследователи начали анализировать, что они увидели. Существование гигантского кальмара с уникальными способностями поставило под сомнение их представление о надводной жизни. Какие еще тайны хранит океан, что еще скрыто в его бездне? Моменты, которые они пережили, стали не только исследовательским прорывом, но и началом новой эры в изучении глубоководных существ. Они были уверены, что каждая новая экспедиция принесет еще больше загадок, которые ждут своего открытия. И океан, как никогда ранее, продолжал манить своим таинственным очарованием. После напряженной битвы в глубинах океана команда исследователей, наконец, смогла восстановить полный контроль над своим дроном. Они переключили камеры, чтобы посмотреть на полученные данные и зафиксировать все детали произошедшего. Каждое новое открытие становилось все более захватывающим. Совместная защита кальмаров, появление гигантского светящегося кальмара и, что самое главное, возможность существования сложных экосистем на таких глубинах. В процессе анализа данных стало ясно, что все это не просто совпадение. Ученые предположили, что разные виды морских обитателей способны к социальному взаимодействию, организуя свои отношения для выживания. Это открытие перевернуло представление о подводной жизни, где одиночество и хищничество считались нормой. Вместо этого они обнаружили, что совместная работа разных видов может приводить к успешному выживанию в условиях жесткой конкуренции. Научная команда понимала, что их работа только начинается. Новые гипотезы потребуют дальнейшего изучения. Для полноценного понимания экосистемы океанских глубин им необходимо было провести больше экспедиций. Исследователи начали разработку нового проекта, который позволил бы детально изучить подводные сообщества. Они планировали создать сеть станций наблюдения, чтобы собирать данные о взаимодействии между видами в реальном времени. С каждым днем интерес к океанским глубинам рос. К ним присоединились новые исследователи и финансировались новые проекты. В результате этих усилий стало возможным установить контакт с другими учеными по всему миру. Информация о необычных существах, о сложных экосистемах и коллаборации между видами начала распространяться за пределы научных кругов. Это вызвало большой общественный интерес и желание сохранить океанские глубины. Тем временем исследователи продолжали получать данные о новых находках. В результате одной из следующих экспедиций им удалось зафиксировать не только гигантских кальмаров, но и группу ранее неизвестных видов, которые также демонстрировали признаки социальной организации. Эти новые открытия подтверждали, что океан полон тайн, которые еще предстоит разгадать. Если вам тоже стало интересно, что еще скрывает океан, подписывайтесь на наш канал. И если вы хотите помочь нам глубже погрузиться в эту удивительную тему, загляните по ссылке в описании или отсканируйте QR-код на экране, даже акула скажет спасибо. Финальные результаты проведенных исследований были представлены на международной конференции, где команда поделилась своими находками. Их работа вдохновила ученых и исследователей по всему миру. Внимание к сохранению морских экосистем стало критически важным, и начались активные работы по охране окружающей среды. Океан, как оказалось, не просто безбрежная бездна, а сложная и насыщенная жизнь, полная неожиданных открытий. Каждый новый факт открывал перед учеными новые горизонты, провоцируя их на дальнейшие исследования. За пределами привычного мира, в таинственных глубинах, скрыты загадки, которые ждут, чтобы их разгадали. Каждая экспедиция приносила надежду и вдохновение, а океан продолжал манить своей тайной, оставляя след в памяти тех, кто решился погрузиться в его бескрайние глубины.